Всем привет, меня зовут Ируша, и в этом видео я буду говорить о том, что мужчины очень ждут сейчас женщин-роботов. Можно сказать, что нынешнее положение вещей во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной вынудили мужчин вот с таким очень сильным желанием ждать уже в свою жизнь прихода не настоящей, нереальной женщины. И нужность настоящей женщины с приходом женщины-роботов стоит под угрозой. Что говорят сами мужчины? О боже, неужели такое благословенное время наступит? Как заметил один мужчина, лошадь же когда-то заменили на автомобиль, вот так вот заменят настоящих женщин. Я очень хочу такую роботессу себе. Она не будет выносить мозг, не будет пилить тебя. Хочешь — делай это, хочешь — то. Красота. Это очень тревожный звоночек. Женщинам стоит задуматься об этом. Поэтому мужчины говорят: заплатил один раз, будешь пользоваться, и отдача будет по полной. Чем будешь постоянно платить от настоящей женщины, и отдачи не будет, может не быть никакой, потому что у современной женщины, у нее программа на то, чтобы брать, а не отдавать. Но каково это в мире, где один из партнеров искусственный? В чем весь важный момент? В том, что мужчины готовы будут заплатить деньги за то, чтобы рядом с ними был чуткий, понимающий партнер. Мужчины сейчас говорят, что с обычными женщинами, к сожалению, встречаться бывает опасно. Поэтому такая замена даст безопасность и минимум рисков мужчинам. Более того, сами некоторые женщины говорят о том, что да я первая буду, кто купит такую робота-жену. Она освободит меня от всех моих домашних обязанностей. Но есть те, кто говорят о том, что, ребят, ну как можно с техникой это делать? Робот не заменит тепло человеческих отношений. Но, правда, тут уточняет, что и современная женщина не всегда это тепло может дать. Мужчины видят очень много плюсов в такой замене. Всегда внимательно, безупречно спокойно. Не требует дворцов, замков от мужчины. У нее никогда не будет болеть голова. Никогда не устанет, всегда готова к любви. Идеальная внешность, неограниченный запас хода, скажем так, и всегда молодая, никогда не будет стареть. Более того, она будет готовить, убирать. Разработчики, кажется, хотят создать женщину, которая никогда не предаст, не разочарует и не сделает больно. Не это ли мечта многих мужчин? Сегодня скажу, сколько будет стоить такая женщина. Вредят ли роботы эволюции человеческой и вообще нашей жизни? Как-то подозрительно, что все только в плюсиках. Я думаю, что никто не поспорит, что мы сегодня живем в интересное время. Интересное время можно будет занести в кавычки, и пророки говорили, что не дай Бог жить в интересное время. Уоррен говорил, что мир — притча, и разгадка лежит в самом человеке. А Толстой говорил, что мы летим в пропасть, летим и не можем остановиться. Сегодня человечество ощущает сильную турбулентность. Изменения не только в мире, но и во взаимоотношениях между людьми. Мир на пороге изменений, но каких? Американская компания TD провела масштабные исследования и выяснилось, что 48% мужчин готовы купить эту куклу. Сексолог Ян Кертис говорит о том, что за последние десятилетия в отношениях между мужчиной и женщиной близости становится все меньше и меньше. То есть люди стали заниматься любовью все реже и реже. Причем инициатором выступают мужчины. В числе причин они все меньше хотят ухаживать за женщиной, добиваться их, потому что не хотят отказа. При этом люди все больше времени проводят с гаджетами. Футурологи, к сожалению, прогнозируют то, что в дальнейшем может быть замена физической близости на цифровую. Технологии должны помогать, а не заменять. Если роботы с искусственным интеллектом будут делать все в лучшей форме, зачем тогда людям надо будет стараться? Давайте заглянем в будущее и посмотрим, какие одни из технологий ожидают нас всех, а полезны они будут и будет ли улучшение жизни людей. Эксперты прогнозируют, что в 2030 году на дорогах будут полностью автомобили с электронным управлением.
Ян Флеминг еще в своей книге о шпионе Джеймсе Бонде, агенте 007, описывал такую машину. Идея простая, это машина с крыльями, и она ездит по дороге, как обычная машина. Но когда нужно, она поднимается в воздух. И еще такая машина была у Бэтмена. А еще летающие скутера, которому уже не нужна дорога, и это было в управлении Скайуокера из «Звездных войн». Давно говорили о том, что летающее такси будет, и в Дубае предложили, чтобы эти такси были с парашютами, и можно будет переправляться от небоскреба к небоскребу. На первый взгляд слышится все и представляется, как здорово, да? Интересно так, но также есть вероятность, что людей вообще не допустят в дальнейшем к владению автомобилей. Вот как раньше тоже было у какого-то ограниченного количества людей. Как такое, нравится или уже не очень? Есть фильм, где мужчина какое-то время жил с роботом, женщиной, но потом, когда встретил настоящую женщину, то от робота отказался. Так вот эта вот робот-женщина начала устранять свою конкурентку. Вот так вот роботы могут не только быть полезными, но и оказывать совершенно другую функцию. У этих роботов могут появиться права, и если сначала человек будет хозяином этого робота, то потом как бы не случилось наоборот. Тем более за роботом стоят разработчики. Если робот сломается, то его нужно будет чинить. Но если говорить о стоимости, вот именно полностью замена, прям вот когда можно поговорить и вообще, то стоимость такой женщины от 13 до 18 миллионов. Примерно такие суммы фигурируют. Но сейчас пока еще все равно такого нету. Мне интересен один момент. Так усиленно вкладываются миллионы на разработки этих роботов, но при этом так мало делается для того, чтобы направить мужчину и женщину в сторону друг друга, для того, чтобы урегулировать конфликты, для того, чтобы уравновесить права обоих сторон, чтобы люди создавали настоящие семьи, чтобы им было комфортно создавать эти семьи. Потратьте эти миллионы не на искусственное, а настоящее. Где это все? Что говорят сами мужчины? Конечно, все больше мужчин, которые отдают предпочтение искусственной женщине, потому что действительно, мужчинам сейчас сложно с настоящими женщинами. Женщины сейчас не держат себя в руках, командовать, они хотят только то, что они хотят. Они очень много требуют, выносят мозг мужчинам и не могут поверить в то, что их по-настоящему любят, они не чувствуют эту любовь. У мужчин сложилось уже такое впечатление, что женщина с ним ради какой-то выгоды, потому что сейчас в меркантильном мире такие женщины. И поэтому, конечно, в этом плане мужчина, несмотря на то, что он охотник, а с этой женщиной-роботом, получается, ничего не надо будет делать, все идет в рученьки, скажем так, просто так. Но для мужчин так легче и спокойнее. Есть фильм такой «Не идеальный человек» называется. Там даже роботу Алисе захотелось настоящих человеческих отношений. А некоторые люди сейчас хотят забыть об этом и не вспоминать. Ненормальному человеку хочется настоящих эмоций, естественных, живых, лучистых, настоящих светлых взглядов, которые люди могут ловить на себе от другого человека. И все чаще можно услышать, что с миром что-то не так, что что-то такое наступит скоро. Но вот эта замечательная фраза, что мир спасет любовь. И мир спасет красота, и все вместе. Если каждый откроет в своем сердце, и в нем будет жить любовь по отношению к другим людям, по отношению к противоположному полу, чувствует любовь, почувствует других людей, спасение перестанет быть кому-то нужным. Просто каждый человек сам должен себя спасти из лап вот этого невежества, которое сейчас происходит.
навязывают все искусственное, и люди готовы все это покупать. Если в каждом человеке будет любовь, то и жить людям будет легче и проще, и мир будет добрым. Мне вспомнился очень хороший мультик Валли о роботе и планете Земля, которая засорена мусором. Этот мультик Валли показывает, что нужно ценить не только окружающий мир, но что можно не заметить, как гибнет он. Однажды наступит момент, когда спасти его будет уже слишком поздно. Я за человеческие отношения, я за настоящую любовь. Давайте не будем забывать про детей, которые должны рождаться только в любви между настоящими родителями, не искусственными. Можно посмотреть по детям, которые не рождаются в любви, как у них складывается часто не просто жизнь. Потому что когда изначально не передается любовь ребенку, то этот ребенок зачастую не может сам понять, каково это любить других людей. Поэтому в этом мире правит любовь, и нету в роботе духовности, а духовность очень важна в человеке. Поэтому во имя любви, во имя светлого будущего человечества подумайте, прежде чем менять настоящее на искусственное. Всем спасибо большое за внимание и увидимся уже завтра в новом видео. До встречи, пока!